что, если самые важные археологические находки специально исчезают из музеев и научных институтов? В 2003 году из запасников Иракского музея пропало более 15 тысяч артефактов шумерской цивилизации, включая таблички с неизвестными системами исчисления. В 1997-м археолог Клаус Дона представил коллекцию из 300 аномальных предметов, которые противоречат официальной истории. Через год большая часть бесследно исчезла. Но самое странное не это. В архивах Смитсоновского института до сих пор хранятся отчеты о находках гигантских скелетов по всей Америке в XIX веке. Однако ни один из этих образцов не доступен для изучения. В 1922 году геолог Джордж Крейг нашел в угольном пласте Невады металлический башмак со следами машинной обработки. Возраст угольного слоя – 300 миллионов лет. Находка попала в музей, получила регистрационный номер и исчезла через 3 месяца. В документах осталась только фотография и пометка «Передана на дополнительное исследование». Молоток из Лондона, штат Техас, обнаружили в 1944 году внутри известняковой породы возрастом 140 миллионов лет. Металл рукоятки содержит железо частотой 96%. Такую невозможно получить без современных технологий. Образец отправили на экспертизу в 3 разных лаборатории. 2 отказались его изучать без объяснений. 3 подтвердила аномалию, но результаты не опубликовали ни в одном научном журнале. Французский археолог Флорентино Амигино раскопал в Аргентине человеческие останки в геологических слоях возрастом 2 миллиона лет. Он представил находки Парижской академии наук в 1878. Комиссия признала подлинность костей, но заключила, что датировка требует пересмотра, потому что противоречит принятой теории эволюции. Коллекцию поместили в закрытое хранилище. Доступ к ней закрыли через 5 лет после смерти Амигино. В Косо, Калифорния, старатели нашли внутри жеоды странный предмет в 1961 году. Рентген показал керамический цилиндр с металлическим стержнем внутри. Точная копия современной свечи зажигания. Возраст породы 500 тысяч лет. Находку сфотографировали, описали и передали в частную коллекцию. Через 10 лет коллекционер умер, а артефакт пропал. Остались только снимки и свидетельства 3 геологов. Шахтеры Моррисонвилля в Иллинойсе разбили кусок угля в 1989 году 19 века и обнаружили внутри золотую цепь длиной 25 сантиметров. Уголь относился к каменноугольному периоду, 300 миллионов лет назад. Цепочку отправили в Смитсоновский институт с подробным описанием обстоятельств находки. В каталоге она числилась до 1902 года, потом запись исчезла. Профессор Йоханнес Фибак собрал базу данных из 270 подобных находок по всему миру. Он обратился в 18 крупных музеев с запросом на изучение артефактов. 16 ответили, что предметы утеряны или переданы другим учреждениям. 2 музея не ответили вообще. Багдадская батарея лежит в запасниках Национального музея Ирака с 1938 года. Глиняный сосуд с медным цилиндром и железным стержнем внутри выдает напряжение 1 вольт при добавлении уксуса или лимонного сока. Возраст – 2000 лет. Немецкий инженер Вильгельм Кёник описал принцип работы и предложил провести серию экспериментов. Иракские власти отказали. После вторжения 2003 года 9 из 12 батарей исчезли из коллекции. Антикитерский механизм подняли со дна Эгейского моря в первом году 20 века. Бронзовое устройство содержит 37 шестерен и предсказывает положение планет с точностью до градуса. Технология изготовления таких передач появилась только в 18 веке. Механизм создали в 150 году до нашей эры. Профессор Дерек Прайс потратил 20 лет на изучение и реконструкцию. Его итоговый доклад опубликовали в закрытом научном сборнике тиражом 300 экземпляров. Запрос на массовое издание отклонили без объяснений. Саксаюаман в Перу построен из блоков весом до 200 тонн. Камни подогнаны так плотно, что между ними не проходит лезвие ножа, никакого раствора. Инженер Жан-Пьер Процен пытался воссоздать технологию с помощью каменных инструментов инков. За 8 месяцев он обработал 1 блок размером метр на метр. Качество подгонки оказалось в десятки раз хуже оригинала. Результаты опубликовали в малотиражном археологическом журнале. Крупные издания материал проигнорировали. Пирамида Хеопса содержит 2 миллиона 300 тысяч блоков. Средний вес 2,5 тонны. Официальная версия. Строили 20 лет. Это означает установку одного блока каждые 2 минуты без перерывов 24 часа в сутки. Французский архитектор Жан-Пьер Уден предложил теорию внутренних пандусов. Египетские власти запретили любое сканирование внутренних полостей пирамиды. Японская команда получила разрешение на георадарное исследование в 1987-м, но через неделю работ лицензию аннулировали. Виманика Шастра описывает летательные аппараты Древней Индии с подробными техническими характеристиками. Текст датируют IV веком до нашей эры.
Индийский институт науки провел анализ описанных конструкций в 1974 году. Заключение. Многие принципы соответствуют современной аэродинамике. Полный отчет засекретили. В открытом доступе осталось только краткое резюме на 3 страницах. Дендерский зодиак из храма Хатхор показывает звездное небо с точностью, доступной только телескопом. Его создали за 2 века до нашей эры. Астроном Жан-Батист Био вычислил дату, зашифрованную в изображении, 4500 лет назад. Французская академия наук отвергла расчеты, потому что они удревняют египетскую цивилизацию на 2000 лет. Внутри Великой пирамиды никогда не находили мумию фараона Хуфу. Саркофаг в камере царя пустой, без крышки, без следов захоронения. Археолог Говард Вайс взорвал динамитом проход к верхним камерам в 1837. Он искал сокровища и тело фараона. Нашел только пустые помещения из гранита. В отчете написал, что это гробница, хотя доказательств не обнаружил. Эта версия стала официальной и преподается до сих пор. Красная краска на стенах разгрузочных камер содержит имя Хуфу. Это единственное доказательство, связывающее пирамиду с фараоном. Немецкий исследователь Доминик Геринг обнаружил грамматические ошибки в иероглифах. Их не мог сделать писец времен 4 династии. Краска нанесена поверх известкового налета, который образуется за столетия. Геринг опубликовал анализ в 2008. Его статью удалили из 3 научных журналов. Египетские власти запретили ему въезд в страну. Шахты в камерах направлены на звезды Ориона и Сириуса в положении 10500 лет назад. Астроном Роберт Бювелл просчитал прецессию земной оси и определил точную дату. Расположение 3 пирамид Гизы в точности повторяет 3 звезды пояса Ориона в том же временном периоде. Египтологи отвергли расчеты, заявив, что совпадение случайно, альтернативные объяснения не предложили. Гранитные блоки камеры царя весят до 80 тонн каждый. Их подняли на высоту 50 метров и установили с точностью до миллиметра. Зазоры между блоками полмиллиметра. Современные строители не могут повторить такую точность даже с использованием лазерного оборудования. Инженер Кристофер Дан нашел следы машинной обработки на граните. Спиральные борозды глубиной 2 мм с шагом 1,5 мм. Такие оставляет алмазная фреза при скорости вращения 500 оборотов в минуту. У египтян были медные инструменты. Основание пирамиды идеально выровнено по горизонтали с отклонением 2 см на 230 метров. Грани ориентированы по сторонам света с погрешностью 3 угловых минуты. Это точнее, чем Гринвичская обсерватория до изобретения современных приборов. Геодезист Глен Дэш измерил параметры в 1998 году. Его вопрос о методах древних строителей остался без ответа на международной конференции египтологов. Известняковая облицовка пирамиды состояла из блоков весом 15 тонн с идеально отполированными гранями. Зазоры. Полмиллиметра по всей площади 22 акра. Араб Абдель Латиф описал облицовку в 1200 году. Блоки невозможно было разделить ножом. Камни покрывали надписи, которые никто не мог прочитать. Облицовку сняли для строительства мечетей в XIV веке. Надписи исчезли. Никто не сделал копий. Вентиляционные шахты южной камеры заканчиваются дверцами с медными ручками. Робот обнаружил их в 1992 году. За первой дверцей пустое пространство и вторая дверца. Египетские власти разрешили открыть ее в прямом эфире в 2002. За ней оказалась стена. Трансляцию прервали. Дальнейшие исследования запретили на 10 лет. Карта Пири Рейса появилась в 513 году, за 21 год до официального открытия Антарктиды. На ней изображено побережье Южного континента без ледяного покрова. Турецкий адмирал написал, что копировал данные с 20 древних карт, включая источники времен Александра Македонского. Профессор Чарльз Хэпгуд передал карту специалистам военно-морской гидрографической службы США в 1956 году. Капитан Лоренцо Берроуз подтвердил, береговая линия Антарктиды точна, но показывает континент до оледенения. Последний раз он выглядел так 6000 лет назад. Заключение засекретили на 15 лет. Карта Орантеуса Финиуса 1530 года показывает Антарктиду в центре с горными хребтами и реками. Современное сейсмическое зондирование подтвердило, под 2-километровым льдом действительно есть горы именно в тех местах. Картограф разместил на континенте надпись «Недавно открытая, но еще не полностью исследованная Земля». Колумб отправился в Америку только в 1492. Официальная наука называет совпадение случайностью. Карта Меркатора 1569 года изображает Арктику как архипелаг островов вокруг внутреннего моря. Он указал источник. Древние карты из библиотеки Александрии. Подводное картографирование 20 века показало, под арктическим льдом действительно расположены острова и море точно в описанной конфигурации. Меркатор не мог этого знать. У него не было технологий для исследования подо льдом.
Карта Хаджи Ахмеда 1559 года показывает Аляску и Алеутские острова за 240 лет до экспедиции Беринга. Береговая линия Северной Америки прорисована с деталями, которые европейцы картографировали только в XIX веке. На карте есть пролив между Азией и Америкой. Берингов пролив официально открыли в 1728. Карта Буаше 1737 года изображает Антарктиду как два отдельных острова, соединенных перешейком. Французский картограф умер за 100 лет до первой антарктической экспедиции. Геофизические исследования 1958 года подтвердили, без ледяного щита Антарктида действительно состоит из двух больших островов. Буаше написал, что использовал древние источники неизвестного происхождения. Карта Зино 1380 года показывает Гренландию без ледника с горами, долинами и заливами. Венецианские братья Зино составили ее по рассказам северных мореплавателей. Геологи определили, Гренландия освободилась ото льда последний раз 10 тысяч лет назад. Средневековые викинги не могли видеть континент в таком состоянии. Китайская карта Хуань-И Цзян Литу 1422 года изображает Африку с точными очертаниями южной оконечности. Португальцы обогнули мыс Доброй Надежды только в 1488, через 66 лет. На карте есть Америка под названием «Земля бессмертных». Колумб еще не родился. Профессор Хепгуд собрал коллекцию из 50 подобных карт. Он обратился в библиотеку Конгресса с запросом на финансирование исследования. Отказали. Обратился в Национальное географическое общество. Отказали. Опубликовал книгу за свой счет тиражом 1000 экземпляров. Академическое сообщество проигнорировало работу. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью в 1912 году о находке в Висконсине. Рабочие обнаружили 18 скелетов ростом от 2 метров 40 до 3 метров. Черепа имели двойной ряд зубов и выступающие надбровные дуги. Останки отправили в Смитсоновский институт для изучения. Через год институт заявил, что скелеты потеряны при транспортировке. Никаких документов или фотографий не сохранилось. Округ Лавлок в Неваде раскопали в 1911-м. Горняки нашли пещеру с мумифицированными останками рыжеволосых людей ростом больше 2 метров. Рядом лежали сандалии длиной 47 сантиметров и оружие необычной формы. Университет Калифорнии получил коллекцию из 60 артефактов. В каталоге музея они числились до 1948 года. Потом записи исчезли. На запросы о местонахождении находок университет не отвечает с 70-х годов. Врач Уильям Чайлдс измерил скелет, найденный в Огайо в 1879. Рост 2 метра 75 сантиметров. Челюсть вмещала 38 зубов вместо 32. Череп имел объем на 30% больше современного человека. Чайлдс передал останки в Американское научное общество с подробным описанием и схемами. Общество подтвердило получение. Скелет выставили на 3 месяца, потом убрали в запасники. В 1923 его запросили для новой экспозиции. Ответ утрачен при пожаре. Записей о пожаре в архивах нет. Индейцы племени Пaiute передавали легенды о рыжих гигантах-ситеках, которые жили в Неваде до прихода их предков. Антрополог Сара Уинемука записала эти истории в 1883. Через 28 лет нашли пещеру Лавлок с останками, полностью соответствующими описаниям. Уинемука опубликовала книгу со сравнительным анализом. Тираж уничтожили через год после издания по требованию Бюро индейских дел. Официальная причина – недостоверные сведения. Газета «Сан-Диего Юнион» напечатала репортаж в 1871 о находке в пустыне Боррего. Старатели обнаружили скелет ростом 2 метра 90 с черепом чудовищного размера. Останки доставили в Сан-Диего и выставили в витрине магазина на неделю. Сотни жителей видели экспонат. Владелец магазина продал скелет частному коллекционеру из Сан-Франциско. След потерялся после землетрясения 1906 года. Округ Кашактон в Огайо исследовали в 1897. Археологи вскрыли курган и нашли захоронение с 8 скелетами ростом от 2 метров 40 до 2 метров 60. Рядом лежали медные топоры весом по 7 килограммов, слишком тяжелые для обычного человека. Находки сфотографировали и описали в отчете Археологического института Америки. Институт отправил останки в Кливлендский музей естественной истории. Музей подтвердил получение 3 ящиков с костями и артефактами. В каталоге они числились 2 года. Потом запись изменили на переданы в другое учреждение, без указания какое. Смитсоновский институт опубликовал в 1894 годовой отчет с упоминанием 17 находок гигантских скелетов в разных штатах. Все останки поступили в коллекцию института. Современный каталог не содержит ни одной записи об этих экспонатах. На запрос об их местонахождении институт ответил в 2002. Записи не сохранились из-за реорганизации архива.
Göbekli-Tepe в Турции раскопали в 1994 году. Каменные колонны весом до 50 тонн покрыты барельефами животных. Радиоуглеродный анализ показал возраст 11 600 лет. Официальная история утверждает, в то время существовали только примитивные охотники-собиратели. Они не знали металла, колеса, письменности. Но кто-то вырезал, перенес и установил 200 каменных столбов с художественной резьбой. Археолог Клаус Шмидт руководил раскопками 20 лет. Он заявил, это меняет всю историю цивилизации. Его не пригласили ни на одну крупную конференцию по археологии. Учебники истории не изменились. Йонагуни у берегов Японии обнаружил дайвер Кихачиро Аратаке в 87-м. Подводная структура содержит ступени, террасы, прямые углы и туннели. Геолог Масаки Кимура изучал объект 15 лет. Следы обработки инструментами видны на каждом блоке. Эрозия указывает на возраст 10 тысяч лет. Тогда это место было сушей. Кимура представил результаты 21 экспедиции. Японская академия наук отказалась признать структуру искусственной. Альтернативное объяснение – природная формация. Никто не объяснил прямые углы и ступени одинаковой высоты. Гуанчи на Канарских островах строили пирамиды до прихода испанцев в 15 веке. Они мумифицировали тела технологией сложнее египетской. Внутренние органы оставались на месте, но ткани не разлагались. Антрополог Тор Хейердал исследовал пирамиды в 70-х. Конструкция идентична сооружениям Перу и Мексики. Гуанчи утверждали, их предки пришли с затонувшей земли на западе. Испанцы уничтожили большинство мумий как языческие артефакты. Сохранилось 11 тел в музеях. Генетический анализ показал, ДНК не соответствует ни одной известной популяции. Результаты опубликовали в закрытом научном сборнике. Город Дварака затонул у побережья Индии. Древние тексты описывают его как столицу Кришны с 700 тысячами дворцов. Морской археолог Шри Рам Рао нашел руины в 83-м на глубине 30 метров. Каменные блоки образуют стены, улицы и порт. Керамика и печати датируются 7500 лет назад. Индийский археологический департамент закрыл место для исследований в 92-м. Официальная причина – защита культурного наследия. Рао подал 12 запросов на продолжение работ. Все отклонили. Озеро Ван в Турции скрывает структуры на глубине 100 метров. Дайверы обнаружили их в 2017-м. Каменные стены длиной 4 километра с башнями каждые 100 метров. Блоки обработаны и подогнаны без раствора. Геологи определили, озеро затопило долину 7 тысяч лет назад. Турецкое правительство запретило дальнейшие погружения через 3 месяца после открытия. Объяснение – военная зона. Залив Камбэй в Индии сканировали гидролокатором в 2001-м. Индийский национальный институт океанологии обнаружил структуры на глубине 40 метров. Геометрические формы тянутся на 9 километров. Подняли артефакты – керамику, бусины, остатки деревянных конструкций. Радиоуглеродный анализ дерева показал 9500 лет. Министр науки Индии Мурли Манохар Джоши объявил об открытии допотопной цивилизации. Через месяц его сняли с должности. Новое руководство закрыло проект. Все материалы засекретили. Подводные пирамиды у Азорских островов засняли эхолотом в 2013 году. Структура высотой 60 метров с квадратным основанием. Португальские военные подтвердили аномалию, но отказались предоставить координаты. Частные экспедиции получили запрет на исследования в этой зоне. Официально для защиты морской экосистемы. Туринская плащаница датировали в 1988 году 3 независимыми лабораториями. Результат – 13 век. Химик Раймонд Роджерс получил образец ткани в 2002 и обнаружил хлопковые волокна. Оригинальная плащаница состоит из чистого льна. Образец для анализа взяли с участка средневековой заплатки. Роджерс опубликовал результаты в журнале термохимика Акта. Лаборатории отказались пересмотреть датировку. Заявили, методология Роджерса несовершенна, повторный анализ не проводился. Египетские мумии датируют по найденным рядом артефактам, а не по органическим останкам. Биохимик Сомерс Кларк отправил образцы из 6 мумий в Оксфордскую лабораторию в 1994-м без указания происхождения. Результаты разошлись с официальными датами на 800-1200 лет. Одна мумия оказалась на 1000 лет старше пирамиды, в которой ее нашли. Египетский департамент древностей запретил радиоуглеродный анализ мумий после публикации данных. Официальная причина – сохранность артефактов. Кость динозавра из формации Хелл-Крик передали в Университет Аризоны в 2012-м. Палеонтолог Марк Армитейдж не сообщил, что это останки возрастом 65 миллионов лет. Лаборатория определила возраст – 22 тысячи лет. Армитейдж опубликовал результат. Его уволили через 6 месяцев. Университет заявил – сокращение финансирования. Армитейдж подал в суд и выиграл дело о незаконном увольнении. Получил компенсацию. Ни одна научная организация больше не принимала его на работу. Геолог Роберт Геннет нашел окаменевшее дерево, проходящее через несколько геологических слоев в угольной шахте Кентукки. По официальной геологии эти слои формировались 10 миллионов лет.
Дерево пересекает их вертикально, значит, отложения образовались быстро. Геннет отправил образцы древесины в 4 лаборатории для датировки. 3 отказались проводить анализ окаменелости такого возраста. 4 дала результат — 34 тысячи лет. Статью отклонили 8 геологических журналов. Причина противоречит общепринятой хронологии. Алмазы содержат углерод-14, хотя не должны. Период полураспада углерода-14 — 5730 лет. Через 100 тысяч лет изотоп полностью распадается. Алмазы образовались миллиарды лет назад на глубине 150 километров. Они не могут содержать углерод-14. Группа RAID проверила 12 алмазов из разных месторождений в 2003. Все содержали измеримое количество изотопа. Результаты представили на геологической конференции. Объяснение загрязнения образцов. Никто не пояснил, как современный углерод проник в кристаллическую решетку алмаза. Уголь из 10 угольных бассейнов США проверили на содержание углерода-14 в 2007. Официальный возраст залежей от 50 до 300 миллионов лет. Все образцы содержали изотоп в количестве, соответствующем возрасту от 20 до 50 тысяч лет. Исследование провела лаборатория Beta Analytic, одна из крупнейших в мире. Результаты опубликовали в сборнике конференции. Ни один рецензируемый журнал не принял статью. Beta Analytic отказалась комментировать данные и удалила упоминание проекта с сайта. Кости динозавров из музея Монтаны передали в лабораторию Университета Джорджии в 2005. Образцы прошли стандартную очистку и анализ. Возраст — те от 22 до 39 тысяч лет вместо 65 миллионов. Палеонтолог Хью Миллер представил данные на конференции западного отделения Американского геофизического союза. Его доклад исключили из программы за час до выступления, причину не объяснили. Профессор Вирджиния Стин Макинтайр датировала стоянку Уэйатлако в Мексике в 1973 году. Каменные орудия лежали в вулканическом слое. 4 независимых метода показали возраст 250 тысяч лет. Официальная теория заселения Америки — 12 тысяч лет назад. Стин Макинтайр отправила статью в журнал Quaternary Research. Редакция держала материал 3 года без ответа. Потом отклонила. Результаты невозможны. Она обратилась в журнал Antiquity. Отказ без рецензии. Руководитель экспедиции потребовал отречься от результатов. Она отказалась. Ее уволили из университета штата Вашингтон в 1979-м. Лишили права преподавания. 30 лет исследований перечеркнули одним приказом. Майкл Кремо опубликовал книгу «Запрещенная археология» в 1993-м. 900 страниц задокументированных находок, противоречащих дарвиновской эволюции. Каждый факт подтвержден ссылками на научные публикации XIX и XX веков. Издательство Гавардина отпечатало тираж. Через месяц Калифорнийская академия наук потребовала снять книгу с продажи. Угрожали судом за распространение псевдонауки. Издательство отозвало тираж. Кремо нашел другого издателя. Книгу запретили в университетских книжных магазинах 23 штатов. Официально не соответствует академическим стандартам. Роберт Шок датировал сфинкса по эрозии в 91-м. Профессор геологии Бостонского университета определил, вертикальные борозды на теле статуи оставила вода, а не ветер с песком. Последние сильные дожди в Египте были 10 тысяч лет назад. Сфинкс минимум на 7 тысяч лет старше официальной даты. Шок представил доклад на ежегодной конференции Геологического общества Америки. Египтологи потребовали отозвать выступление. Геологи поддержали Шоха, эрозия однозначно водная. Захи Хавас, глава египетского департамента древностей, публично назвал Шоха шарлатаном. Запретил ему раскопки в Египте. Бостонский университет понизил Шоха в должности. Урезали финансирование исследований на 70%. Анатолий Клесов разработал ДНК-генеалогию в 2008. Профессор Гарвардского университета создал метод датировки миграции по мутациям в идиль-хромосоме. Результаты противоречили принятой теории расселения народов. Славяне оказались в Европе на 4000 лет раньше официальной истории. Клесов опубликовал данные в 12 рецензируемых журналах. Российская академия наук объявила ДНК-генеалогию лженаукой в 2015 году. Не провели ни одной научной экспертизы метода. Клесова исключили из академии. Запретили выступать на конференциях, лишили доступа к университетским лабораториям. Грэм Хэнкок опубликовал «Следы богов» в 1995-м. Журналист собрал доказательства существования развитой цивилизации до последнего ледникового периода. Книга стала бестселлером в 32 странах. Археологическое сообщество организовало кампанию против автора. Общество американской археологии выпустило официальное заявление: работы Хэнкока наносят вред науке. Его не пригласили ни на одну академическую конференцию, статьи не принимает ни один научный журнал.
Википедия классифицирует его как псевдоученого. При этом ни один факт из книги не опровергнут документально. Юрий Мулдашев возглавил экспедицию на Тибет в 99-м. Офтальмолог из Уфы исследовал пирамидальные горы и нашел следы искусственной обработки. Привез образцы камней с признаками машинной резки. Геологическая экспертиза подтвердила, порода обработана инструментами. Мулдашев опубликовал результаты. Российская академия медицинских наук исключила его из членов в 2002-м. Лишили медицинской лицензии на 2 года. Клинику закрыли на проверку. Нарушений не нашли, но репутация уничтожена. Коллеги перестали с ним общаться. Пациенты отказывались от приема. Жак Гримо раскопал мегалитический комплекс в Боснии в 2005-м. Французский археолог обнаружил под холмом Високо бетонные блоки прочнее современных. Радиоуглеродный анализ показал возраст 25 тысяч лет. Европейская археологическая ассоциация потребовала прекратить раскопки. Назвала находку природной формации без экспертизы на месте. Боснийское правительство закрыло проект в 2008-м. Гримо депортировали из страны. Запретили въезд на 10 лет. Секретные архивы Ватикана содержат 85 километров полок с документами. Доступ открыли в 2002 году, но только к материалам до 1939. Все, что позже, засекречено. Историк Барбара Фроле получила разрешение на изучение средневековых рукописей. Она обнаружила упоминание о картах Антарктиды в библиотеке Александрии. Документ датирован III веком. Фроле попросила доступ к связанным материалам. Ей отказали. Причина. Документы находятся в закрытой секции. Профессор Кэтлин МакГоуэн изучала архивы Инквизиции в 2007-м. Нашла протоколы допросов тамплиеров с описанием древних артефактов из храма Соломона. Рыцари говорили о золотых табличках с письменами более древними, чем египетские иероглифы. Эти таблички якобы передали в Ватикан после распуска ордена в 1312-м. МакГоуэн запросила информацию о местонахождении артефактов. Доступ закрыли на основании внутреннего регламента. Объяснений не дали. Архиепископ Карло Мария Вигано заявил в 2018-м: в Ватикане существует секция артефактов, противоречащих Библии. Он утверждал, что видел каталог с описанием предметов допотопных цивилизаций. Вигано написал открытое письмо папе с требованием рассекретить коллекцию. Через месяц его отстранили от всех должностей, официально, по собственному желанию в связи с возрастом. Иезуит Маласпина провел экспедицию по Южной Америке в 1794-м. Собрал коллекцию из 200 артефактов инских цивилизаций, включая металлические пластины с неизвестными письменами. Корабли доставили находки в Испанию. Король Карл IV приказал передать все в Ватикан. Маласпина написал отчет на 700 страницах с описанием и зарисовками. Отчет засекретили сразу после получения. Маласпину арестовали по обвинению в заговоре и посадили в тюрьму на 6 лет. После освобождения он не опубликовал ни строчки о экспедиции. Ватиканская обсерватория располагает телескопом на горе Грэм в Аризоне с 2010 года. Официально до изучения дальнего космоса. Директор обсерватории отец Хосе Фунес заявил в интервью: церковь допускает существование внеземной жизни и древних цивилизаций на Земле. Через неделю интервью удалили со всех официальных ресурсов. Фунеса перевели на другую должность. Новый директор отказался комментировать тему. Библиотека Ватикана оцифровывает манускрипты с 2014-го. Из 80 тысяч документов в открытый доступ выложили 4 тысячи. Процесс идет 12 лет. При таком темпе полная оцифровка займет 240 лет. Историки запрашивают ускорение работы. Ватикан отвечает: недостаточно финансирования. При этом бюджет Святого Престола составляет 300 миллионов евро в год. Так кто же скрывает ключевые тайны древнего прошлого? Не абстрактные ученые. Конкретные институты: Смитсоновский Ватикан, археологические департаменты Египта и других стран. Они контролируют доступ к артефактам, решают, что изучать, а что спрятать в закрытых хранилищах. Они увольняют неудобных исследователей и засекречивают результаты, противоречащие официальной истории. Вопрос не в том, существовали ли древние развитые цивилизации. Доказательства есть. В запасниках музеев, в закрытых архивах, в засекреченных отчетах экспедиций. Вопрос в том, почему правда о нашем прошлом до сих пор остается под замком.